After raising 4 children, Ну, после того, как мне пришлось воспитать 4 детей, 3 already are adults. 3 уже взрослые, Just Joseph is а alone now. Джозефу, ну, ему 15. The most important thing I could say to any mom Самое важное, что я могу после всего этого сказать любой маме, is to build a close relationship with your children. это чтобы она строила близкие взаимоотношения со своими детьми. How do you build a close relationship with your Вопрос, children? а как построить такие отношения близкие с детьми? It has to happen through conversation, getting to know your child. Близкие отношения должны, они просто строятся через разговор, через то, когда ты узнаешь близко своего ребенка. A problem that I see in many homes А во многих семьях, домах я вижу такую ситуацию, как шаблон. and it happened in my home too. И это в моем доме тоже происходило. That we get so busy with our Что routine. мы так сильно погружаемся в рутину, и мы очень заняты. We have to cook, we have to Надо clean, готовить, dishes, мыть посуду, wash стирать, clothes. мыть все в But доме. sometimes we get so И busy мы иногда такие заняты, что that we forget to мы build that просто relationship. забываем построить отношения со своими детьми близкие. So you cannot build a relationship if you don't talk. Ну, а ты не сможешь построить взаимоотношения с человеком, если ты не разговариваешь с ним. So I heard this when my children were young. И я слышала это, когда у меня детки еще совсем были маленькие. So even when they were newborns, when they came home from the hospital, Даже если они когда совсем еще малышки, только-только с роддома их привезли. they'd be sleeping and they'd wake up in the morning. Например, они там спали, а утром просыпались. I didn't just come in the room and change their diaper and do И the я work. не заходила только, чтобы поменять их пеленки, там все сделать необходимо. Like a caretaker. Да, как медсестры в садиках, например. First thing I would do, I'd see them, good morning. Я заходила и говорила им: доброе утро. I smiled. Улыбалась And им. they greeted me with like a smile. И они тоже мне улыбались в ответ, приветствовали I said, меня. how did you sleep? Я спрашивала, как спалось? And they, И они начинали как-то чего-то. But I just kept the conversation. Are you hungry? Do you want to eat? Но я продолжала разговор. Ты голодный? Ты хочешь кушать? And I would just try to think of things to talk about them. И я пыталась подумать, о чем с ними можно поговорить. And I also tried to give them, always try to give them something like an object. Children learn through touching. Я всегда старалась дать какой-нибудь объект, что-нибудь, потому что детки учатся, узнают мир через прикосновение. I tried to not say to them all the time, нельзя, don't do this, don't do И that. я старалась не говорить им постоянно нельзя, не делай то, не делай это. Because children learn through touch. This Потому is что healthy. детки узнают через прикосновение действительность, и это очень здоровое. So I learned that when things were dangerous or И, конечно, я научилась, вот когда что-то опасное, I would just remove it. я просто убирала I put it up on опасные high so that the вещи child wouldn't touch it. высоко куда-нибудь, чтобы они их не трогали. But if they would take something, for example, a cell phone, and I didn't want them to have a cell phone, for example, because I didn't want them to break it. Если они брали сотовый телефон, я, конечно, не хотела, чтобы они сломали его. I would offer something else that I could give them. Я всегда находила что-то еще, что можно им дать вместе с телефоном. And I would just gently take the phone and Я give them the аккуратненько other item. брала телефон и давала что-то другое. Because I didn't want to have the atmosphere of always saying, Потому что я не хотела, чтобы у нас в доме была атмосфера don't do постоянно. this, don't do that, don't Не do делай this, то, don't не do that. делай это. I tried to make it cheerful and Я well. старалась, чтобы это было радостно, приветливо, уютно. And I'll tell you what, this is so important that as your children grow, И это очень важно, когда детки растут, just keep talking to them. чтобы I can't они stress enough. постоянно с вами разговаривали, и вы с ними. Я не When you могу. feed them, Вот, например, когда вы их кормите, talk to them. говорите. Don't just feed them.
Не просто кормите. Just start the conversation going. Начинайте разговор, чтобы I'll был tell you, you разговор. think that they're not talking back. You think they don't understand. Понятно. Бывает, что вы думаете, они не знают, о чем вы говорите, они не понимают. They understand. На самом деле они очень много понимают. And this is how they're going to learn to speak. И вот так они учатся разговаривать. And so when our children, as they grew, they started to talk more and more У back. нас детки, когда подрастали, они начинали все больше и больше нам отвечать в ответ, говорить. And it was so cute. We would love to do when they would come home from musical school. So many times kids just come home and they don't even greet their parents. They just walk in the door. Да, и я так любила, например, когда они возвращались с музыкальной школы, что они мне все рассказывали, потому что часто дети даже не приветствуют своих родителей, когда заходят домой. And so when they would come in, I would always hug them. Когда они приходили, я всегда их обнимала, улыбалась, говорила привет. How was your Как у lesson? тебя урок прошел? What did the teacher say? Чему тебя учитель научил? Что он сказал? Did you like the class? Тебе понравился урок? How were your friends? Did you make any friends in school? Как там у тебя? Есть друзья в школе? And you see, they start to open up and И they start to они tell начинают you. открываться и начинают тебе рассказывать в ответ. And it was sad to me when I would see that our girls would tell me that other girls in the church couldn't open up to their moms. Да, и мне очень печально было. When they got a little bit older. Да, знаете, девочки мои, когда уже подросли, они говорили, что некоторые девочки в церкви, которых они знают, они ничего особенного мамам не открывается, не рассказывают. These were close friends of my children. Это мои близкие подруги моих детей. I grew up in the Девочек. church. То есть те детки, которые сами выросли в церкви. And they would be going through problems, and their mother knew nothing about И it. у них были проблемы, притом мамы ничего не знали об этих проблемах. And they would come to me and say, "Mom, we tell you everything. I don't know why they И don't мои tell." девочки говорили: мама, мы не понимаем, почему мы все тебе рассказываем, а эти девочки не хотят открыться перед своей мамой. Whose fault do you think that Но is? как вы считаете, чья здесь вина? Почему так случилось? Чья вина? Мама. Yeah, because the mom, maybe she didn't need to. She didn't know Потому что, how может быть, important мама, it is to build this relationship. да, она просто не знала, может быть, как важно построить такие отношения. И она не хотела, чтобы так случилось. And so through the relationship with your children, that's how you can guide them and tell them. Потому что именно через взаимоотношения с детьми вы уже можете направлять в духовной сфере, говорить им какую-то истину о Боге. You teach them to forgive or how to pray about problems in school. Прощать, молиться за проблемы в школе. Maybe their teacher got upset with them for something. Может быть, учитель там разочаровался с ними, расстроился из-за And we чего-то. learn to guide our children as they open up. Мы учимся направлять своих детей, чтобы они открывались. I can't imagine how difficult it is for a child to go through problems and keep it all inside. Я не могу даже представить, как тяжело, наверное, ребенку иметь эти проблемы и хранить их в себе, не рассказывать никому, родителям. So the best things we can do as Поэтому moms самое лучшее, что мы как мамы можем сделать, is build a friendship. это построить дружеские отношения. And that comes from us initiating conversation. И это начинается с нас. Мы инициируем разговор. Now, another way that we build a relationship with children is by playing with them. Еще как мы можем построить отношения с детьми, это поиграть с ними. I can't stress how important it is to play with your children. Я не могу даже переоценить как важно играть с ребятишками. And it's important for your husband to play with them. И очень важно, чтобы ваш муж умел играть с ними. So, at this age, when they're so little, you can often just play the same game over and over, and they keep laughing. А вот в возрасте
большом, когда ребятки еще совсем маленькие, можно вообще одно и то же повторять игру, и они всегда радуются. Or tickle them, and they'll do it 100 times, over and over. They'll laugh 100 times. Play the same game, like. Да, вот, например, наши дети, там хоть 100 раз можно было. When they're little. Когда маленький, да, вот самый маленький. И вот кто-то падает, там, и детки смеются, там, и так далее. They can repeat it. Возможно, повторять снова и снова там. And then they'll laugh every time. Они всегда смеются, притом им всегда весело, интересно. And then sometimes we would play hide and seek. Да, иногда мы в прятки играли. Sometimes just баловаться. Или баловались At home, просто. we taught our kids, there are certain places it's okay to баловаться, and there are other Ну, places например, it's not. мы своих детей учили, что в каком-то есть места, где баловаться можно, а есть места, где нельзя. There are places, and there are times when you can, and times when you can't. И также есть время, когда баловаться или когда не надо. Like when we plan a time to play with Papa, this is a time that we could play, not in church or if we're having a prayer time. Да, например, с папой есть определенное время, мы вот это или дома, или еще где-то планируем, но не в церкви, когда, например, молитва. So, when your husbands come home from work, often they're tired and they're not thinking, how can I, they just want to rest. And they're not thinking about how I could play with my child. Понятно, что когда мужчина возвращается домой с работы, он не думает о том, как мне сейчас поиграть с ребенком, поговорить с ним. Ему надо отдохнуть. И это нормально. And don't judge your husbands for being this way. Не судите своих мужей за то, что они такие. Usually men are this way. Мужчины в основном такие. But we as wives have to help them. Но мы, как женщины, жены, должны им помочь. And this, at the end of the message, Ilya said on Помните, в воскресенье пастор Илья говорил послание, что все зависит от того, как мы представляем что-то мужу своему. Like, for example, when your husband is coming home, say to your child, Papa's home, Papa's coming. Когда, да, вы слышите, что муж открывает дверь, скажите своему ребенку: папа идет, папа домой возвращается. You be excited yourself. То есть ты сама должна показать радость, быть радостной. Let's go give Papa a hug. Пойдем обнимем папу. Every time Ilya would go on a trip somewhere, каждый раз, когда Илья куда-то уезжает, we would make a plakat. Когда он возвращался, мы ему рисовали перед тем, как он приехал, большой плакат. Welcome home, Papa. Добро пожаловать домой, папа. We missed you, Papa. Или we love you. Мы тебя скучали по тебе, мы тебя любим. Something, and we even sometimes put balloons there. Мы даже шарики могли там приклеить куда-нибудь. We as women are more creative. То есть мы как женщины более творческие, такие креативные. И нам нужно подумать, как привлечь своих мужей, в эти отношения с детьми. Ну вот, когда папа придет домой, покушает, отдохнет, и можно сказать: давай, можем мы поиграть 15 минут с ребятишками своими? I'm not saying you have to play all evening with your child. Я не говорю, что играть весь вечер. But even if you spend 15-20 minutes an evening, 15-20 минут вечером. Just to play with them, this is wonderful. Просто поиграть с ними, это уже будет хорошо. Таким образом, ваш муж строит взаимоотношения. And when they get older, you can start to go outside. You can start to, like, even if when they start to walk, ask your husband, can we go out and kick the football together? Детки становятся старше, можно мужа попросить: пойдемте вместе, покидаем мячик, попинаем. Даже они еще когда маленькие были, Илья выходил, пинал с ними мячик. И больше всего, чаще всего идея приходила от меня. Может, давай вот это, давай вот это. And so, because I knew how important it is, потому что я знала, как это важно, that the children have time with their father. У детей было время с отцом своим провести. So,
don't say things like this to your husband. Не говорите своему мужу такое. Why don't you play with him? Почему ты с ним не играешь? Почему бы тебе с ним не поиграть? You see, already it's like Это уже как-то так критически, негативно вы уже whenever говорите. we say things in a negative way, Потому что it's когда мы говорим что-то с негативной стороны, we're not helping. мы не помогаем человеку. And so we build and often when we play with our children, Поэтому часто, когда мы играли со своими ребятишками, afterwards they would say to us, после этого они нам говорили: Mom, I love you. Мама, я люблю тебя. Papa, я люблю тебя. It touches them that we would give time. И них это очень сильно касалось, что мы выделяли время, чтобы поиграть с ними. Another time that we will get together, I'd like to share with you how we spend time praying and time in the Word with them. That's another time. Но будет еще время, я вам поделюсь с вами, как с детьми молиться, как время проводить, Библию читать. Это другой раз. Да. Today I just wanted to talk about how important it is to play and start to speak, start to talk. Сегодня я хочу именно об этом поговорить. Как важно иметь взаимоотношения, как важно начинать самим разговаривать с ребятишками. Our kids became so talkative. У нас дети стали такими разговорчивыми, That sometimes when we go to conferences, we take our kids. иногда мы ездим куда-то на конференции, и вот если мы брали с собой детей, And older people would want to just sit with our kids and talk to them because they were so talkative. пожилые люди любили подойти к ним, ну или постарше, взрослые, и покушать с ними, и потому что наши дети такие разговорчивые, и вот этим людям было очень интересно с ними. And sometimes I would even get nervous, like, because they said everything. They didn't know how you're going to do, start telling us all these stories. Нервничала, я боялась, что они сейчас скажут, чего не надо говорить, все истории. They would tell stories about people in the church that they shouldn't be. Даже они могли рассказать какую-то историю про людей в нашей церкви, которую им не надо было говорить. And so sometimes we'd have to pray ahead of time, God, give my kids wisdom. Иногда нужно было молиться заранее: Господи, дай мудрости моим Because they were too детям, talkative. потому что они сильно болтливые были, ну, разговорчивые. But we have videos of how we were, you know how in Illinka we have those horses on a carriage. У нас видео есть на Ильинке, если помните, там есть, приводят лошадок. And a carriage. Well, we went on a trip somewhere and we were sitting with horses on a carriage. And we have this on video at home. И вот мы также ездили куда-то, и там также лошадки ходили, и вот эта повозка, и у нас видео семейное осталось. And we have a video of our conversation. И мы смотрели видео своего really small. разговора, при том, когда они еще совсем маленькие It были. is hysterical. They just talked. Это было просто вообще там, они без остановки разговаривали. It was just hysterical to hear our conversation back and forth. То есть смотреть спокойно на это нельзя было, ты истерически смеешься просто. And we sang together. И мы вместе we sang a song да, мы together. песни пели вместе. And we had this little thing we would do in our family. This is like a little secret. We would get together and we would say, "Who's the best Joshua in the world?" And we would go, yay! And Joshua would lift his hand. And then, who's the best Jessica in the world? И даже у нас дома такой секрет был, который мы не всем рассказывали. Но, например, мы садились вместе и говорили, кто самый лучший Джошуа в мире. И все там другу ему поднимали, вот он. А кто Джессика? И вот все такие. И мы все имена вот так вот проходили. And who's the best mama or papa in the world? Папа самый лучший в мире, кто? Yeah, I would say Papa, and then Mama, and then we would say, who's the best Jesus, the best God in the world? Да, потом мы говорили, кто самый лучший Бог в мире? Like we would give praise to God. It was just like a little family. Ну это у нас такое семейное вот такое. We'd be excited about our family. Мы просто радовались, что у нас такая семья. And now, our kids are adults. Сейчас мои дети все взрослые. And they're my best friends.
И они мои самые лучшие друзья. We're so close. Очень близкие. They call me by Skype and they tell me Они all the мне problems. звонят We по pray скайпу together. и рассказывают все проблемы. И мы вместе молимся. And when they tell me something, I never have like a judgmental И attitude. когда они Even when мне they were что-то little. рассказывают, и даже когда они маленькие мне что-то рассказывают, я никогда не судила их. I would just try to guide them and pray Я with them. старалась их направить куда-то и правильно, и молилась с ними. And this helps them to open up more and more. Им это помогало открыться больше и больше. The last thing I want to say today, Последнее, что я сегодня хочу сказать, that if you have an older child, если у вас есть взрослый ребенок, не взрослый, ну постарше, if you have more than one child, yes, да, и больше, да, двое детей, be например. very careful that you give equal attention. А, да, есть ребенок постарше, а есть еще маленький. Будьте внимательны, чтобы вы одинаково время и тому, и другому уделяли. Even with the older child, it's important to even give sometimes more attention because they notice it. Даже иногда важно больше времени уделять внимание старшему ребенку, потому что они все замечают, подмечают очень сильно. And for example, when I would be pregnant with my next Ну, child, например, когда я была беременна очередным ребенком, I would say to the older я one, говорила старшим: we're going to have a baby. о, у нас будет ребенок. You're going to have a baby brother or У тебя sister. будет маленький братик или I get them сестренка. so excited И about the они baby. такие становились радостные, я старалась им вот эту радость передать, что ребеночек родится. And when the baby was born, I'd say, this is your baby. И мы, когда ребенок рождался, мы говорили: это ваш ребенок. And whenever I have to, for example, feed the baby, I would say, come on and help me feed Например, him. когда нужно было покормить его, я говорила: пойдемте, помогите мне его покормить. I never pushed the older one То есть away я and said, go away, I никогда have to take care of the старших baby. не отталкивала в сторону и не говорила: отойди, мне нужно покормить ребенка. I would always include the older one Я включала их в этот so they don't процесс, feel left out. чтобы они не почувствовали себя отверженными, оставленными. And if I had to give the child a bath, I'd say, come on, let's give a bath. Или если покупать нужно было его, я говорила: пойдемте вместе будем купать. Whatever we did То together with есть the все, baby. что мы старались, мы вместе делали. So there was no jealousy. То You есть, see, и чтобы не было потом ревности. sometimes jealousy happens when the mother gives all the attention to the newborn and the older Иногда one feels left out. ревность возникает именно потому, что мама больше внимания отдает маленькому ребенку, чем старшим. So if we would play with the younger one, be Поэтому, very careful that you play even more so with да, the older one. Than если мы играем с маленькими нашими include the младшими, older one, постарайтесь включить старших в эту игру, but also give но time to play и уделите alone, время, something interesting for the older что-нибудь one, интересное поиграть со старшим, so that they don't feel excluded. чтобы они не чувствовали себя как и будто их отставили в стороне. As our children grew up, sometimes we would just get a board game even if it was cold И детки outside. подрастали, и если на улице было холодно, то мы играли в настольные игры. And what happens is that if you build this love relationship between your children, Поэтому вот когда вы строите эти любовные, хорошие отношения между вашими детьми, любящие, there's not jealousy, they have a good relationship. тогда у вас не будет ревности, и детки потом вырастут дружелюбными. We Друг saw к другу. a different video when we went on a trip. Тоже мы еще другое видео смотрели. And we were going up in a cable Мы up the mountain. поднимались по канатной дороге на вагончиках. And the three women, Jessica, Joanna, and I, we were Женская in половина, one car, and мы Joshua. ехали в одном вагончике, а мужская половина, это мой муж и двое сыновей, мы ехали в другом. Они They ехали, only allowed 5 in a car. So потому что, там разрешали по 5 человек, а у нас 6 нас было, вот мы поделились. So we have a video where Ilya was taking
a video. He was taking the video of things below what they were watching. Ну и в этот момент Илья снимал то, что там внизу, просторы какие, и потом... But the whole time he's taking it, we were listening to the conversation between Joshua and Joseph. Потом смотрели это видео и все время слушали разговор, который записался. Тоже там Джошуа и Джозеф стояли. Ну, они сидели, да. Joshua was 7 and Joseph was 1. Джошуа 7 и Джозефу 1 год был. And you can see Joshua had his arm around Joseph. И мы видели, как Джошуа вот так обнял Джозефа. And he was talking the whole time. Joseph, постоянно разговаривал, он все показывал. Джозеф, посмотри, вон. He just like, look at that swimming pool. We're gonna go swimming он говорил, there. смотри, какой бассейн, мы тоже будем там купаться. And then look at that park over Смотри, there. Look at that animal. Or... Животные какие бегают, посмотри. И он постоянно разговаривал. А Джозеф такой радостный был, слушал своего старшего брата. Ну, понятно, что это не происходит вот так раз и само по себе. Я чувствую, что мама больше, чем кто-либо другой, ответственна за это. Построить дружеские взаимоотношения в семье. Бог хочет, чтобы мы были не просто как вот, заботились о них вот в физическом мире. Он хочет, чтобы мы были их лучшими друзьями. One time Joanna went with a mom to where they went to pick up their daughter somewhere. Однажды Джоанна поехала с одной женщиной, они хотели забрать, им нужно было забрать дочку этой женщины, откуда-то. And when they went to get the daughter, когда они приехали забрать дочку, the daughter ran to Joanna and hugged Joanna. Дочка побежала к Джоанне и обняла ее. And didn't even say hello to the mother. И даже не поздоровалась со своей мамой. This was a Christian. Это верующий, да, христианин. And Joanna came home and she said, Mom, Джоанна пришла домой и сказала, мама, I don't understand. She came and she я hugged не me понимаю, and didn't even say почему hello to она her меня mom. обняла, даже со своей мамой не поздоровалась. She said, why? Почему так? I said, well, maybe they don't Я do сказала, that. может, у них дома так не делается. So I can't stress enough. То есть While your children are little. Я еще раз снова и снова говорю, что когда ваши дети маленькие еще, обнимайте их, показывайте, что вы счастливы, что вы рады. Пусть они идут обнимать своего папу, пусть они научатся встречать его с радостью. И разговаривайте, начинайте этот разговор, потому что именно через разговор возникают близкие отношения и открывается сердце, они потом вам способны рассказывать все. Все, что я хотела вам сказать. Спасибо.